Мы сегодня будем делать домашние пельмени, потому что в Сербии они не продаются. Продается все, что угодно, кроме пельменей. Есть равиоли, как еще назывались еще? Тортеллини. В общем, тортеллини мы брали, вообще не понравилось. Вот, поэтому мы решили сегодня сделать домашние пельмешки. Будем делать их вообще первый раз. Я никогда не делала. Как бы мы покупали всегда готовые. Ну, посмотрим, что получится. Вот купили такую муку. Нам сказали, что Т400 самая подходящая для пельменей, для теста. Вот. Ну и здесь немножко у меня осталось. Оно тоже Т400. Вот. В общем, сейчас мы смешаем. Сделаем сначала тесто, а потом будем делать начинку из фарша. Давай, давай, старайся. Я замесил. Ну, цельное должно быть. Давай, вымешивай получше. Да ему не хватает. Чего? Хоть над тестом нельзя издеваться. Ну давай. я не знаю, но оно не... Надо с уважением к нему. Он прилип уже есть вообще. Ну, перенеси, где мука, вот туда вот. Давай, давай. Ну что? Старайся. Перенес. Ну, Всё, меси. вот. Возьми еще чуть-чуть. Ну что? Я знаю, нельзя Чуть-чуть, много. Чуть-чуть. Много нельзя, да. Чуть-чуть можно. Надавливай на него. Надо не только катать, а еще надавливать. На него надавишь, потом не отделаешься. Готовим домашние пельмешки, продолжаем. Вот фарш, который я купила куском мяса в магазине Макси. Мне тут же перекрутили его на большой такой профессиональной мясорубке продавец. И получился фарш. То есть я его сама не перекручивала. Это не покупной фарш, а именно кусок мяса. Добавили туда приправы. Посолили, лучок мелко-мелко нарезали, обжарили. Я не стала его в мясорубке измельчать, а просто мелко нарезала и обжарила. Вот, добавляем лучок. Все, у нас начинка готова. Мы сделали уже тесто. Оно у нас отдыхает в холодильнике. Так. Сейчас перемешаем. Посмотрим, что у нас с тестом получилось. Вроде бы получается хорошее. Такое оно эластичное. Вымесили его хорошо. Вот. Варганим пельмени вместе с сыном. Вот. Да, к рукам оно не прилипает. Должно быть хорошим. Посмотрим, что получится. Так. Чтобы не повредить покрытие стола. У меня тут пленочка такая постелена, но все равно она может... Я, наверное, возьму пополам его, разрежу. Так, не дорезая до стола, до самого. У меня есть, конечно, разделочный коврик. Ну ладно, я обойдусь без него. Все, начинку еще раз сейчас перемешаем хорошенько. Надеюсь, что все получится, и у нас будут запасы пельменей, потому что в Сербии их нет. Телеграм-канал есть такой, называется «Русскоговорящий Ниш». Вот. Там, как можно по названию догадаться,
переписываются люди, которые переехали из России жить в Ниш. Вот, может быть, не только из России, но русскоговорящие. И так как в Сербии нет пельменей, не продают, их не делают просто. Много всякой еды с мясом, но пельмени сербы не едят. Нет такого у них блюда. То людей очень много из России, которые привыкли к такой еде. И некоторые предприимчивые люди даже делают дома пельмени и продают их. То есть размещают рекламу в этой группе и продают. Все, начинка у нас готова. Будем раскатывать тесто. Пахнет хорошо. Пахнет аппетитно. Так. Ух ты! Не порвалось, ты смотри. Все, ну теперь самое интересное. Сейчас будем вырезать и начинку делать. Все, достаточно оно тонкое получилось. Должно быть хорошо. Все, выключаю. Кстати, этой баночкой очень удобно вырезать. Прям раз-раз. И не прилипает ничего. Но, не знаю, мне кажется, слишком маленький размер пойдет. Ну, прям тонко-тонко у меня получилось. И слишком маленький размер. В общем, не знаю, что получится. Сейчас посмотрим. Подожди. Какие-то у нас будут, походу, миниатюрные мини-пельмени. Пельмени, как правильно? Пельмени. Не пельмени, а пельмени. Так, ладно. Это у нас остатки. Видал? Как это красиво. Такое прям вот мягкое, эластичное получилось. Не знаю, как оно сейчас будет вариться у нас, не развалится ли. Вообще получилось такое прям очень-очень эластичное. Мне не нравится его обратно. Все это на следующий раз. Берем пока его в холодильник еще. Все, приступаем.
клетке. Помощник. Мы вчера совместно с сыном стали готовить пельмени. Начали их готовить в 5 часов вечера. Закончили после 11. В общем, мучений много, наверное. Я их больше делать не буду, потому что что-то как-то очень долго. Но у нас получилось вот сколько здесь? Килограмма 1,5, и здесь, наверное, около 3 килограмм. И сюда ушло у нас килограмм мяса, да, и пару луковиц. Мяса я брала больше, но у меня осталось много мяса, и я сделала из него котлеты. Вот. В общем, вроде бы выглядит вкусно. Вчера сварили. Немножко они стали разваливаться все-таки, но не критично, как бы, в принципе, нормально. Вот, в общем, вот это наши труды многочасовые вчерашние. Вот они, 3 килограмма пельменей. Мы пришли с сыном в копирку. Ему нужно сделать копии документов. Вот. Вот она, вот такая копирка. Здесь их тоже очень много. Здесь она достаточно дешевые цены. И качество хорошее, поэтому мы приходим сюда. Такие менячницы в Сербии — это очень важное, очень важное предприятие, потому что там можно оплатить счет любой, там можно менять деньги, там евро на динары, доллар на динары, можно купить евро, а также можно получить перевод, о котором я уже рассказывала, например, по системе Корона из России в Сербию. Но, правда, эта функция есть не во всех менячницах. Это нужно заходить и узнавать. Может быть, эти менячницы еще имеют какие-то функции, но я об этом не знаю. Да, я еще сама вспомнила еще одну неожиданную функцию менячниц в Сербии. Когда мы заказали сыну телефон новый здесь, в Сербии уже заказали, на сайте, то доставка осуществляется, скажем так, не по договоренности, а тогда, когда нужно, это удобно будет доставщику. То есть они не обговаривают время, могут обговорить только лишь день. И, естественно, мы не знали, в какое время, и не готовы были целый день сидеть и ждать. И нам привезли тогда, когда нас не было дома. И просто выход такой в этом случае. Отдали телефон в ближайшую менячницу. И нам просто прислали смс-ку о том, что ваш телефон находится по такому-то адресу в менячнице. Мы зашли в нее и забрали его. Вот, в общем, было удивительно, неожиданно, что даже такая функция еще есть у менячниц в Сербии. Институт, написано экономский факультет, то есть экономическое направление. А это площадь Краля Александра. Краль — это по-сербски король, короля Александра. Мы прицениваемся сегодня к велосипедам. Планета Байк называется магазин. Пришли посмотреть, что почем. Мы уже однажды тут были летом, но вот сейчас хотим еще разочек посмотреть. Ну, какие ландыши красивые, беленькие. Красота. Таких каркуш здесь очень много. Вон, налетели.
И почему-то именно в этом районе, вот здесь вот, их очень много. Они все время здесь сидят на деревьях и кричат. У нас прекрасный вечер, теплый. Сегодня 13 градусов тепла. Ветра никакого нет. Мы ходим, дышим воздухом, наслаждаемся. Вот. И все сербы тоже вышли, потеплело, все гуляют. Вот у нас конец января, а мы в кроссовочках. И как всегда с яблочками. Снова купили яблоки. Вот. Красивые, вкусные, по 99 динар всего лишь. И снова яблочки. Это моя слабость. Яблоки обожаю. И очень рада тому, что здесь они очень по доступным ценам продаются. 99 динар, вот такие шикарные яблоки. Вот такие круассаны мы покупаем в Лидле. Это как полуфабрикат. Выглядят они вот так вот. И мы их просто выпекаем в духовке. Очень-очень вкусное, нежное тесто получается. Нам очень понравилось. Конечно, хотелось бы к лету все это перестать делать, но пока не получается, не можем никак. Так, думаю, что круассаны готовы. Да. О, красавцы какие. Так, на что поставить? Я уже рассказывала о том, что я очень люблю яблоки. Это моя любовь и страсть с детства. Вот. И я помню, у нас в Крыму была дача, которая, вот я рассказывала уже, что нам с братом потом подарили пополам эту дачу. Там было 12 соток, и по 6 соток нам подарили. Но до этого была у нас еще раньше дача. Она находилась не на берегу моря, а практически в черте города. Ну, тоже море там было совсем недалеко, потому что город Керчь, он вообще расположен так. Он вытянут вдоль побережья моря. И там Керченский пролив – это разделение между Черным и Азовским морем, между двумя морями. И у нас была сначала, когда мы еще были с братом небольшие, я его старше на 4 года, и мы были еще, ну, наверное, в какие-то начальные классы школы ходили. У нас была дача в черте города. И там росла яблонька, Гольден. Вот. Яблоки были не очень крупные, не такие крупные, как этот Гольден. Наверное, ну, поменьше, да. Но вкус был
просто бомбический. Я не знаю, как это писать. Конечно же, вкус детства, он всегда самый запоминающийся, самый яркий, самый лучший. Но мне кажется, это был действительно особенный сорт. Они были очень вкусные. Не крупные, но очень-очень вкусные. Наверное, с тех пор я обожаю яблоки. Особенно моя любовь это Golden. Действительно, я люблю их больше всего. Вот. И когда мы дома ели яблоки, с братом еще были маленькие, я помню, мы всегда напевали песню, наверное, она из какого-то мультфильма. Мы червячки, мы очень любим яблочки. Вот. И, скорее всего, из какого-то мультика она, я не помню откуда. Вот. Так что яблоки – это наша страсть с детства. И, как я уже сказала, я очень-очень рада, что в Сербии очень много яблок, и они абсолютно недорогие ну, прям я бы даже сказала, по низкой цене. То есть, ну, что такое 99 динар за килограмм яблок хороших? А, сколько это у нас там? 75 рублей, да, например, получается. Ну, это прям дешево. Вот. Сейчас будем есть яблоки, и пойду сына опять яблоками кормить. Потому что он как бы тоже любит, но ему все время некогда. Он все время за компьютером, чем-то занят. И так, чтобы вот просто самому прийти и взять, это бывает редко. Поэтому пока я ему не почищу, не принесу как-то. Вообще это, конечно же, это тянется еще с его учебы в институте, потому что он был очень-очень занят. Бауманка занимала все время свободное. И не то, что свободное, вообще все время. То есть там порой поспать-то ему оставалось несколько часов. Учеба была сложная, конечно, но он ее осилил по максимуму на золотую медаль. Ну, там не золотая медаль, им значки давали и красный диплом. То есть там не как в школе медальки не было, а такой значок отличия был. Вот, но я это понимала прекрасно, что у него все время занимает учеба, и старалась его вообще никак не вовлекать ни во что, ни в какие обязанности по дому, делала все сама, естественно. И вот таким вот образом где-то что-то, то водички попить, то яблочко, фрукты какие-то ему так подставить, чтобы он в процессе там обучения, работы своей там просто мог взять и съесть. Потому что я понимала, что у него нет на это времени. И но эта привычка осталась и до сих пор, пока, хотя он уже полгода как закончил институт, но пока все равно вот так вот подношу, подкармливаю. Так, что у нас? Да, все отлично. Даже можно было чуть-чуть пораньше их выключить, чтобы они прям не такие темноватые стали, а более светлые. Они тоже уже были бы более посветлее, они были бы все равно уже пропеченные, потому что я их уже беру не первый раз. Они совсем не пригорели к противню. Хотя я противень вообще никак не смазывала. Выглядят, и главное, что они вкусные. Мы их уже пробовали. Конечно, если еще немножко продолжить про обучение сына в Бауманке, то, конечно, это очень сложный институт. Ему туда поступить оказалось несложно, потому что он и школу закончил с золотой медалью, и сдал ЕГЭ очень хорошо. В общем, на ту профессию, которую он захотел, он изначально хотел на биомедицинские технологии, потому что у него было желание, тяга к медицине, но в чистом виде врачом в медицинский институт он не хотел идти. И была тяга к конструированию. Тоже чисто конструктором там чего-то, например, в Бауманке были такие отделения, как конструирование там автомобильное и ракетостроение, но он тоже не захотел. А здесь это именно симбиоз того, чего он хотел: и медицина, и конструирование. И поэтому он пошел именно туда. И каждый день он ездил на учебу в Москву 2, а то и более часа. В зависимости, если это были пробки, то там могло быть и больше по времени, но вообще 2 часа это стабильно. То есть это в одну сторону. То есть тяжело было, конечно, учиться ему. И я уже, как сказала, я старалась всячески его оберегать от каких-либо еще там проблем. То есть вот учись и все, потому что я понимала, что это очень тяжело. Вот, ну это вот привычка, она сохранилась и сейчас, поэтому иду его снова кормить яблоками.
Вот такие круассанчики у нас получились. Здесь ровно килограмм. И стоил он 110 динар. Сейчас будем ставить на картину автограф. Она уже готова. Но у меня, к сожалению, до сих пор нет для нее рамки, потому что здесь холст нестандартный, 50 на 35. И мы сходили в багетную мастерскую, позвонили, в общем, продавцу он должен был прийти, но, видимо, его не было на месте. И мы не заказали пока еще рамку. Поэтому я сейчас ее просто откреплю и поставлю свой автограф. Вот такая у нас получается ровная рамочка. Сглазила. Чуть-чуть ободрался край. Ладно, я потом подкрашу. Иногда слишком прилипает, и даже вот бумажный слой вот этот обдирается. Но это не беда. Вот. И будем ставить свой автограф. Цвет сюда подойдет, наверное. Вот у меня есть черный, есть под бронзу. Сейчас я попробую, наверное, бронзой. Потому что, мне кажется, черный как-то, мрачновато будет. Но, может быть, и нет. Сейчас посмотрим. Если будет плохо видно, то я сделаю черным потом. Плохо видно. Мне не нравится. Лучше черным попробовать. Так как у меня картина покрыта лаком, я без проблем просто вот пальцем смыла ненужное. Так, попробуем черным. Черным я давно не пользовалась. Сейчас я посмотрю, не засох ли он вообще. Конечно, можно делать и масляной краской, очень тонкой кисточкой. Ну, я привыкла к контурам. Да, черненьким получше. И поставим год 26. Все. Теперь снова для новой работы прикрепим к планшету новый холст малярным скотчем. И сегодня я еще сделаю наброски для новой картины.
Может быть, даже наброски сделаю для 2 сразу новых картин. Сейчас у нас снова началась погода такая, вроде бы хорошая, но она дождливая. Вот. Я смотрю, что это у меня планшет маленький, большой у меня занят. Значит, я возьму пока холст, который поменьше размером. Этот 40 на 50 слишком большой, он не помещается. Значит, берем 30 на 40. Ну, такой вот 30 на 40. Холст на арголите. Грунтованный, акриловый. Хлопок 100%. Все, чем я пользуюсь для рисования, это все еще привезено из России. Ничего в Сербии я еще пока не покупала. Ни краски. Нет, я покупала здесь холсты большие на подрамнике. Это единственное, да, что я здесь уже купила, потому что они были по акции в Лидле. Очень недорого, то есть таких цен даже в России нет. Я думала, что здесь все дороже, но вот благодаря акциям периодически проводимым, вот, можно что-то купить значительно дешевле. Я их купила, они большие, 50 на 70. Я их купила всего лишь по 600 динар. Причем они не холст на картоне, а на подрамнике. На деревянном основании. Здесь есть маленькая коцка такая, но я ее загрунтую, ничего страшного. Все-таки при перевозке где-то вот немножко холст, ну, не критично, совсем чуть-чуть. Я обычно делаю его повыше, потому что по росту мне удобнее, когда он выше. Коцку мы эту опустим вниз. И опять аккуратненько, чтобы край был ровный и очень плотно приклеен, чтобы туда краска не попадала, чтобы это оставался как рамочка чистая белая. Поэтому нужно ровно и очень плотно приклеить. Где-то рамка у меня получается, конечно, не сантиметра, но и не полсантиметра. Чуть побольше у меня получается. Наверное, где-то 0,7 что ли миллиметров. 7 миллиметров. Мне, кстати, посоветовали, одна подписчица посоветовала, помимо рисовать и продавать картины, также давать мастер-классы, обучающие, может быть, детей, может быть, женщин, взрослых. Я этим планирую тоже заняться, потому что, во-первых, это тоже интересно, а во-вторых, я специально в России обучилась на преподавателя рисования и ДПИ. То есть это декоративно-прикладное искусство. Так что могу даже профессионально обучить рисовать. Все, готово. Переехав в Сербию, мы практически перестали покупать какие-либо конфеты, торты, пирожные. Пару раз мы попробовали, и мне не понравилось. Ну, непривычно. Мне показалось невкусно. Поэтому мы берем из сладкого только. Вот в Лидле я покупаю пудинги,
Они такие же, как в России, вот Лежуа, я уже рассказывала, практически все то же самое. И по вкусу даже выглядят так же. Вот, по стоимости там их 50 динар за штучку, то есть недорого. И берем печенье. Это вот все по сладостям. Иногда берем шоколад, но тоже не часто, потому что тоже не весь шоколад нравится по вкусу. В общем, иногда. И поэтому, когда хочется чего-то такого, я стала покупать сухофрукты. Вот такие сливы и изюм. Вот. И, в общем, вполне достаточно. И более полезно, и вкусно. Мы берем на рынке. В общем, очень вкусненько. Я его сначала замачиваю, потом сливаю водичку, промываю и вот кушаем. Мы сегодня в Lidl зашли. Очень удачно. Было очень много акций на разные продукты. Ну, я уже, правда, все не буду показывать. Я уже убрала там в холодильник. Распаковочки сегодня не будет. Покажу вот только курочку купили. Это целиковая курица. Она была за килограмм по акции 186 динар. Вот, ну, то есть минус 20%, это где-то 150, даже поменьше, наверное, рублей за килограмм. И вот такую вот доску я купила, просто шикарную. Она 40 на 30 сантиметров, большая достаточно, толстая. Вот здесь сантиметра 1,5, наверное, толщина. И очень тяжелая она. И еще у нее вот такие антискользящие ножки есть. С этой стороны там было 3 вида досочек. Были с металлическими ручками. Вот так вот ручка была металлическая. Но мне понравилось больше всего вот этот вариант. И стоили они все 500 динар. Это очень-очень дешево. 500 динар это 400 рублей. То есть за такого качества доску и такого большого размера это очень дешево. У меня, конечно, есть доски, но не такие шикарные. Я решила себе приобрести за 500 динар такую классную доску. Просто супер.